Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал обзоров крючком. На моем канале сегодня появился вот такой вот интересный узор, необычный, двухцветный, но вы, естественно, можете вязать одним цветом, двумя, тремя, четырьмя и так далее, на ваше усмотрение. Я использую для данного узорчика два цвета. И смотрите, куда можно использовать, как бы сразу же предположу, данный узорчик. Это может быть пледик, это может быть кофточка, кардиганчик, а также это может быть как элемент декора, карманчик, да. Возможно, это будет у вас наволочка, возможно, чехольчик. Узорчик получается у нас односторонний. Видите? Очень-очень красивый. Кто не умеет еще вязать рельефных столбиков, присоединяйтесь. Здесь я вам покажу, как вязать рельефные лицевые, рельефные изнаночные столбики, а также покажу, как вязать вот такие вот шишечки, пышные столбики необычным способом. Итак, для нашего узорчика я использовала ниточки вот такие вот, смотрите. Называются они Yarn Art Super Perle. Это стопроцентный акрил. Смотрите, новички, кто еще не работал с ними. В 100 граммах 400 метров находится. Очень интересная текстурка у данных ниточек. Видите, как они перекручены. И нам советует производитель брать крючок 3 миллиметра. Вот. И кому сразу же интересно, назову цвет. 3017. Чайный или розовый он называется, либо какой-то такой грязно-темно-розовый. Пишите в комментариях. Вот наш крючок. Берем 3 миллиметра. Вы подбираете, конечно, крючок для своей пряжи, для своей плотности вязания. Такие же ниточки у нас белого цвета. Итак, я буду показывать шаг за шагом, вы присоединяйтесь. И большая к вам просьба, если вам нравится именно, как преподносится материал в данном формате, да, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Договорились? Поехали. Итак, начнем непосредственно с цепочки, да. Для начала берем петельку фиксации, делаем, и мы ее при наборе петелек, помните, да, не считаем. Итак, раппорт узорчика у нас будет равняться 24 петелькам, и мы с вами, получается, наберем, ну, грубо говоря, полтора раппорта. Итак, набираем 43 воздушные петельки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43. Вот наш будущий образец. Дело в том, что когда вы будете провязывать данный узорчик, то не забывайте, что сами по себе зигзаги, они будут укорачивать изделие. Понятно? То есть образец у нас будет, конечно, не такого размера, он будет у нас меньше. Идем далее. Итак, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка шестую петельку. Внимательно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Накид. И в шестую петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее накид. В следующую петельку ныряем, провязываем столбик с накидом. Есть. То есть мы сейчас, получается, вот самые первые 3 петельки не считаем, да, начинаем со второго столбика, считаем 1, 2. Далее следующую петельку 3, 4, по порядку идем, 5, 6, 7 и следующую петельку 8. 8 столбиков с накидом. Есть, видите, то есть самые первые 3 петельки не считаем. Провязали 8 столбиков с накидом. Далее делаем, смотрите, воздушную петельку, накид. И сюда же опять ныряем и провязываем еще один столбик с накидом. У нас получается как бы такая небольшая рогаточка. Понятно? И вот этот самый первый столбик считаем 1. Далее опять провязываем точно так же 8 столбиков с накидом. Следующий 2. Следующий, получается, петельку. По петелькам дальше идем 3. Столбик с накидом. Следующий 4. Далее у нас идет 5, 6, 7 и 8. Есть. Получается, таким образом мы с вами провязали, грубо говоря, первую волну, да? Подъем и спуск. Далее, как только вы провязали еще вот 8 наших столбиков с накидом, делаем одну воздушную петельку
и пропускаем одну петельку в цепочке. И в следующую петельку провязываем столбик с накидом. Раз. И провязали. У нас получилось как бы вот такое вот окошечко. Так. Далее воздушная петелька. Опять петельку цепочки пропускаем. В следующую петельку ныряем, провязываем столбик с накидом. Есть. Уже 2 окошечка. Опять воздушная петелька. Петельку цепочки пропускаем. В следующую петельку провязываем столбик с накидом. 3 уже окошечка. Воздушная петелька. Опять пропускаем петельку и в следующую провязываем столбик с накидом. 4 окошечка. И воздушная петелька. Петельку в цепочке пропускаем и провязываем последний наш столбик с накидом. Да, у нас получается вот 5 окошечек. Как только мы провязали с вами 5 окошечек, да, вот этот столбик последний мы считаем как первый, у нас опять начинается волна подъема. Итак, провязываем опять 8 столбиков, да, это получается первый столбик. Дальше идем второй столбик с накидом, по порядочку опять, все петельки цепочки задействуем. Третий столбик с накидом, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Как только провязали, сделали одну воздушную петельку и сюда же, опять в эту же, да, видите петельку, сюда же ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Вот, и у нас получается как бы рогаточка, да, то есть это вершина нашей волны. Далее опускаемся, получается. Точно так же провязываем 8 столбиков с накидом. Это первый наш, получается, столбик. Далее идет второй столбик с накидом. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И 8. То есть все четко, аккуратненько. Далее мы пропускаем с вами одну воздушную петельку, как в самом начале. И вот в последнюю петельку провязываем обычный столбик с накидом. Вот. Мы сделали первый ряд. Не самый сложный, но начало положено. Видите? Получается волна-волна, сердцевинка, волна-волна. Если вы будете делать образец чуть побольше, да, либо уже изделие будете делать, то понятное дело, да? Дальше тут квадратики. Опять 5 квадратиков, волна. 5 квадратиков, волна. Просчитаете самостоятельно. Хорошо? Идем дальше. Итак, для начала мы с вами сделаем 3 петельки подъема этой же ниточкой. Раз, два, три. Поворот. И смотрите, вот самый первый столбик, вот этот вот, самый первый, мы его пропускаем. Мы начинаем со второго столбика. Смотрите, накид. Вот таким образом охватываем столбик. То есть получается столбик у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Этот столбик называется рельефный лицевой столбик с накидом. Еще раз. Следующий столбик, второй. Точно так же. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Третий столбик. Видите, ничего сложного. Просто вы окружаете его сзади наперед столбик. Идем дальше. Третий столбик. Четвертый столбик с накидом рельефный лицевой. Пятый столбик. Шестой столбик. Седьмой столбик. Так. А тот же самый, получается, восьмой, да, у нас здесь было, получается, на подъеме 8 столбиков. Восьмой мы ныряем вот в эту арочку, нырнули, провязали обычный столбик с накидом. Здесь мы делаем 2 воздушные петельки, раз, два, и сюда же опять ныряем и провязываем первый столбик, получается, вот наша волна будет опускаться. Он обычный, в арочку. А теперь следующие все оставшиеся столбики будем провязывать рельефными лицевыми столбиками с накидом. Опять вот таким образом берем наш столбик, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем. Значит, в арочку, да, вот рогаточка, это был первый столбик. Сейчас мы провязали с вами второй столбик. Считаем третий столбик. Далее рельефный лицевой столбик с накидом, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Помним, да, у нас по 8. Вы можете делать, конечно, и большее количество столбиков,
Вы можете делать 9, 10, 12, как вам угодно. Да, можете делать меньше, то есть на ваше усмотрение. Далее, последний столбик мы пропускаем. Мы его не провязываем. Мы же хотим, чтобы у нас получилась волна, правильно? Видите? Вот, волна. Здесь получается спуск. Мы не провязываем. Дальше смотрите внимательно. Так, смотрите, дальше будем работать с нашими окошечками. Раз, два, три, четыре, пять. 5 окошечек. Так вот, первые два мы пропускаем, и в третье окошечко мы провязываем столбик с накидом. Повторяйте. Обычный столбик с накидом. Далее воздушная петелька и подтянули ниточку. А теперь внимательно смотрите. Накид. И вот у нас получается у верхушки нашего столбика вот такие вот 2 петельки. Раз и раз. Так. Мы в них ныряем, вытягиваем ниточку и держим на крючке. Раз. То же самое сюда же. 2. То же самое. 3. И вот теперь, когда у нас только петелек на крючке, мы их провязываем вместе за один раз. Раз и зафиксировали обязательно. Вот такая вот получается шишечка, пышный столбик. Но мы должны его завершить. Как мы его завершаем? 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И присоединяемся сюда же, куда мы только что делали наши, получается, петельки. Видите? Соединительной петелькой. Раз. И тут же ее соединили. Оп. Все. Шишечка наша завершена. Далее что делаем? Накид. Сюда же, опять в это же третье окошечко ныряем и провязываем опять обычный столбик с накидом. Есть. Опять воздушная петелька и повторяем такую же шишечку. Подтянули в ниточку. Так. Далее. Вот. Видите? Видно вот эти вот 2 петельки. Мы их захватываем. Вытягиваем ниточку. Раз. Накид. Сюда же. 2. Накид. Сюда же. 3. Накид. Достаточно. Провязываем все вместе. Раз. Провязали. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И сюда же присоединились и провязали соединительную петельку. Оп. Все. Вторая шишечка готова. Накид. Сюда же, в это же окошко, наше третье, делаем третий столбик с накидом. И продолжаем, делаем точно такую же шишечку. Петельку воздушную подтянули. Вот наши 2 петельки. Их очень хорошо видно. Раз. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. Все петельки вместе провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. Вернулись к основанию нашей шишечки и провязываем соединительную петельку. Оп. Вот у нас уже 3 шишечки. И точно так же провязываем последнюю, получается, шишечку. Вначале делаем в третье окошечко столбик с накидом. Есть. Опять воздушная петелька. Подтянули. Держим на крючке. Вот. Ныряем там, где наши 2 петельки. Захватываем ниточку. Оп. Подтянули. Держим. Раз. 2. 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. Опять вернулись к основанию нашей шишечки и сделали соединительную петельку. Все. Здесь у нас с вами будет 4 шишечки. Понятно? Далее смотрите внимательно. Вот наши, получается, окошечки, да? Вот, смотрите, вот оно, третье окошечко. 3, 4, 5. Так. У 5-го окошечка вот этот первый столбик мы пропускаем и начинаем со 2-го столбика. Понятно? Итак, со 2-го столбика рельефный лицевой столбик с накидом. Вот окошечко 5, этот столбик пропускаем, начинаем с этого. Накид. Захватили таким образом, что столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем. Столбик. Раз. Рельефный лицевой. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То есть 7 рельефных. И последний 8, да, я буду провязывать в арочку обычный столбик. Есть. Далее 2 воздушные петельки. И опять сюда же в арочку делаем волну, да, верхушку волны. Обычный столбик с накидом. И обратно возвращаемся. Делаем наши 7 рельефных лицевых столбиков с накидом. Считаем. Вот у нас получается обычный. Это будет первый столбик, но мне так будет удобнее считать. Это второй столбик. Третий столбик. 4-й столбик. 5-й столбик. 6-й столбик. 7-й столбик и 8-й. Так, в низинке, там где волна у нас заканчивается, мы один столбик пропускаем. Далее провязывайте обычный столбик либо вот так вот в арочку, да, либо будете провязывать вот
в третью петельку подъема нырнули и провязали обычный столбик с накидом. Вот, смотрите, какая должна получиться красота. Волна, подъем, спад, 4 шишки. Волна, подъем, спад. Дальше, если будете продолжать, 4 шишки. Поняли, да? Волна, подъем, спад, 4 шишки и так далее, и так далее. Понятно, да? Далее я хочу присоединить новую ниточку. Пусть в моем случае это будет беленькая. Вы можете провязывать той же самой ниточкой, вы можете присоединять другой цвет ниточки. Здесь вас вообще никто не ограничивает. Итак, смотрите, новички, кто еще не знает, как присоединить, да? Вот, последние 2 петельки столбика, которые мы провязывали, я вот так вот петельку одну беру, оп. Вот эти 2 последние петельки мы как раз провязываем новым цветом. Его, получается, новый цвет в вязании видно не будет. Видите? Ряд закрылся этим же цветом, каким вязался. Но белая ниточка уже в процессе вязания есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Подтянули нашу вот такую вот темно-розовую. В комментариях напишите, как называется цвет. Будет очень приятно. И смотрите, далее разворот. Теперь мы будем повторять наши рельефные столбики. Единственное, что с этой стороны они у нас все будут изнаночными. Как понять, лицевые или изнаночные? У изнаночных, видите, формируется вот такая вот горизонтальная полоска. Вот, значит, мы здесь провязываем рельефные изнаночные. Помним, что первый столбик мы пропускаем. Начинаем со второго столбика. Смотрите, какая особенность. Мы его окружаем вот таким вот образом, спереди назад. Столбик у нас за крючком. Вытягиваем ниточку аккуратненько и провязываем по 2 петельки. 2, 2. И у нас получился рельефный изнаночный столбик с накидом. Когда провяжем их несколько, вы увидите, какая получается по итогу красота. Второй столбик такой же. Третий столбик такой же. Четвертый столбик такой же. Пятый столбик такой же. Шестой столбик такой же. Седьмой столбик точно такой же. Рельефный изнаночный столбик с накидом. А вот 8 будем провязывать вот в эту арочку обычный. Столбик с накидом есть. 2 воздушные петельки. И опять сюда же столбик с накидом есть. Понятно? Вот. Когда посмотрите, вот у вас получается такие вот как бы точечки формируются. На лицевой стороне, да, формируются как бы переходы плавные из столбика в столбик. Красота? Итак, идем дальше. Следующие 7 наших рельефных столбиков провязываем точно так же рельефными изнаночными столбиками с накидом. То есть несложно. Я считаю от столбика, который непосредственно в рогатке. 1, 2. Вы считаете, как вам удобно. Угу. Далее 3. Следующий 4. Следующий 5. 6. 7. И последний наш 8. Поняли, да? То есть 7 рельефных, 1 обычный. И у нас остается 1 столбик. Мы его не провязываем, мы договаривались, да? Смотрите, делаем воздушную петельку. И точно так же провязываем вот наши 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Помните, да, которые мы делали в окошечко? Мы их провязываем обычными столбиками, да? Как бы точно так же изнаночными. То есть мы захватываем, получается, так вот 1. Захватили и провязали. Есть воздушная петелька. Опять следующий столбик. Видите, захватываем. Будем провязывать рельефный изнаночный столбик с накидом. То есть мы делаем с вами окошечки. Воздушная петелька. Следующий столбик. Точно так же. Захватили, провязали. И воздушная петелька. Следующий столбик. Захватили, провязали. Воздушная петелька. И далее будем пропускать наш столбик. Первый, да, нашей волны. И начинаем провязывать со второго столбика. Смотрите. То есть мы здесь сформировали с вами, получается, опять наши 5 окошечек. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Поняли? Как мы делали вот здесь вот в самом начале. Вот. А смотрите, какая здесь получается красота. Видите? Точно так же мы как бы сделали такое обрамление. Все, дальше идет волна. Вверх, вниз. Вы ее провязываете точно так же, как мы провязывали первую, так скажем, половину узорчика. То есть здесь вы провязываете 7 рельефных изнаночных столбиков с накидом. Далее рогаточка из обычных столбиков, между ними 2 воздушные петельки. И возвращаетесь, опускаетесь обратно опять. 7 рельефных изнаночных столбиков с накидом. И в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали, получается, практически до конца. Вот. Опять мы пропускаем
предпоследний столбик, да, и в последний столбик в 3 петельки подъема провязываем обычный столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее что делаем? 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. И мы здесь договаривались, да, что раз мы с этой стороны видим лицевые рельефные столбики, да, то мы будем провязывать их лицевыми. Итак, накид. Опять первый столбик пропускаем. Со второго столбика вот таким образом захватываем крючок. Столбик у нас перед крючком. Поняли, да? В предыдущем ряду за крючком, в этом ряду перед крючком. И опять провязываем наши рельефные лицевые столбики с накидом в количестве 7 штук. 1, 2. Этим же цветом, да? 3, 4, 5, 6 и 7. В арочку ныряем и провязываем обычный столбик с накидом. Есть. Опять 2 воздушные петельки. И опять точно так же делаем рогаточку. Сюда же ныряем и провязываем обычный столбик с накидом. Следующие рельефные лицевые столбики провязываем рельефными лицевыми столбиками с накидом в количестве 7 штук. Да? Я считаю от рогатки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. Красота, красота. Далее переходим опять к нашим окошечкам. Помните, да? Нам необходимо третье окошко. Отсчитываем. 1, 2, 3. В третье ныряем, провязываем обычный столбик с накидом. Покажу вам теперь шишечки другой ниточкой. Итак, опять воздушная петелька. Подтягиваем ниточку, держим на крючке. Накид. Вот наши 2 петельки. 1 петелька. И от столбика 2 петелька. Ныряем, вытягиваем ниточку. 1. Опять делаем накид. 2, накид, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И закончили нашу шишечку. В основание вернулись и провязали соединительную петельку. Оп. Далее опять делаем в это же третье окошко второй столбик. Столбик с накидом. 1. Далее воздушная петелька и подтянули ниточку. Держим на крючке. Накид. Ведем в основание нашего столбика и вытягиваем ниточку. 1 в 2 петельки, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки, вернулись в основание шишечки. Вот наши опять 2 петельки. Все очень хорошо видно. Обязательно попробуйте самостоятельно провяжите. Идем далее. Опять наше третье окошечко. И в него же делаем третий столбик с накидом. Есть. Опять воздушная петелька, подтянули, держим на крючке. И опять точно так же. Вот наши 2 петельки в основании. Беремся за них. 1, 2 и 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. Вернулись к основанию нашей шишечки. Берете вязание так, как вам удобнее и как вам будет комфортнее. Да? Крутите, вертите его. Есть. И последний получается столбик, 4. Сюда же в третье окошечко столбик с накидом есть. Петельку воздушную подтянули, накид и опять же в 2 петельки. 1, 2 и 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки и вернулись к основанию. Понятно, да, как шишечки вязать? То есть, если что, будете возвращаться к этому моменту и провязывать их вместе со мной. Итак, вот это наше третье окошко, 4, 5, да. Вот, получается, ножка 5-го окошечка. Мы пропускаем этот столбик. Мы сразу же идем во второй столбик и начинаем от него провязывать рельефные лицевые столбики с накидом. Понятно? Все. И опять поднимаетесь наверх, 7 рельефных, 1 обычный столбик, 2 воздушные петельки, сюда же опять закрываете рогаточку, да, обычный столбик и спускаетесь 7 рельефных. Все, давайте, а здесь я вас встречаю. Смотрите, будет очень необычно красиво. Ну, с другой стороны красивее, да? Вот такая будет красота. Понятно? Все, давайте до конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Итак, вот смотрите, мы провязали, получается, до конца, да. Я присоединилась обычным столбиком с накидом к вот этим петелькам,
подъема. И смотрите, оставила 2 петельки, не провязала их, потому что я хочу здесь присоединить новую ниточку. Я буду присоединять первый цвет, вы можете присоединять третий цвет. Ну, либо провязывать этим же цветом, каким вы провязывали, то есть на ваше усмотрение. Итак, смотрите, ниточку я не отрезаю, я ее аккуратно подтягиваю, сильно не тяну, чтобы край не зажулькать. И вот так вот провязываю последние 2 петельки. Раз. Беленькую я могу подтянуть, а вот такую темно-розовую, да, чайная роза, как вот она называется, я подтягивать не буду. Край затяну, будет некрасиво. Я делаю сразу 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И здесь, видите, раз у меня здесь рельефные столбики, я здесь буду провязывать первый столбик, пропускаю вот этот вот, да, из нашей, получается, волны. И начинаю со второго. Опять 7 рельефных, в данном случае будут изнаночных столбиков с накидом. Вот. Опять точно так же дохожу до верхушки волны, провязываю рогаточку, потом опускаюсь, да, 7 рельефных, получается, изнаночных столбиков с накидом. И здесь, получается, я буду делать окошечки. Помните, да? То есть точно так же буду делать 5 окошечек. Несложно? Несложно. Если что, перематывайте чуть-чуть назад, повторяйте. Так, далее, получается, у вас будет только повторение. Ваш узорчик состоит из 2 рядов. Сейчас мы с вами поднимаемся, опускаемся, окошечки. Поднимаемся, опускаемся рельефными изнаночными, да? Далее переворачиваем наше вязание, опять поднимаемся, опускаемся, там уже будут рельефные лицевые, делаем опять шишечки, поднимаемся, опускаемся рельефными лицевыми, понятно? И опять можем переключаться на новый цвет. Я буду на белый цвет переключаться, вы можете на любой другой. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Договорились? Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вязала, вязала, вязала. И вот как бы ну, вопрос у меня, да, задался такой с практической точки зрения. Вот эти вот шарики-бубочки, да, видите, они как вот загибаются, да? Смотря для чего вы будете использовать данный узорчик, для какого изделия, я думаю, а если не надо, чтобы они вот так вот загибались, думаю, надо придумать, как их соединить. И как бы в следующем ряду, да, я их соединяю. Хотела показать вам здесь, на этом ряду, как можно их соединить. Вот мы сделали волну-волну, а дальше у нас будет 5 окошечек, верно? Итак, провязываем 5 окошечек и параллельно, когда будем провязывать, будем присоединять наши шишечки. Ну, может быть, вам надо, да, чтобы они вот так вот были, да? Как бы, ну, лежат спокойно, ровно. А может быть, кому-то надо, чтобы они были зафиксированы. Итак, смотрите. После последнего, скажем, столбика нашей волны делаем воздушную петельку и провязываем вот наши 4 столбика, да, вот, провязываем рельефными, точно так же изнаночными столбиками. То есть вначале, смотрите, я захватываю ниточку за столбик, вытягиваю ее, то есть все как обычно, и провязываю первые 2 петельки. А оставшиеся 2 петельки, прежде чем взять ниточку, смотрите, я, ну, как бы я подумала, что может быть так будет, ну, как бы рационально. Захватываю вот здесь вот любые попавшиеся 2 петельки, вот видите, сзади. Вытягиваю ниточку, чайную, так скажем, розу, и протягиваю сквозь все петельки. Сейчас аккуратненько. Оп. Понятно? Как бы провязываю вместе с этими петельками. И у меня как бы шишечка зафиксированная. Понятно? Опять воздушная петелька. Опять за нижний столбик рельефный изнаночный столбик провязываю. 2 петельки провязала. А оставшиеся 2 петельки я захватываю здесь. Вот так вот 2 ниточки. Так. И протягиваю свою рабочую ниточку через все петельки. Оп. Все. Опять присоединила. Воздушная петелька еще раз. Столбик рельефный, изнаночный за нашу ножку. 2 петельки провязала, а следующие вот эти 2 петельки опять захватываю 2 ниточки сзади и протягиваю. Оп, провязала. Последняя воздушная петелька, ну, скажем, предпоследняя, да? Последняя получается наша шишечка. Опять за ножку берусь, провязываю рельефный изнаночный столбик, от него провязываю 2 петельки, а следующие 2 петельки опять вот так вот захватила, ну там сколько у вас, 2-3 ниточки попадется, да, и провязываю рабочей ниточкой последнюю петельку. Оп, понятно? И они, получается, у меня присоединились как бы и не будут уже, ну, мантыляться вот так вот, да. Воздушная петелька, и все, переключаюсь на свои рельефные столбики, на свои волны. Понятно? Вот, вот как бы мысль эту хотела донести. Вот здесь вот шишечки гуляют, так, а в следующих 2 рядах они уже не гуляют. Вот смотрите, как вам будет удобнее, как вам надо будет для вашего изделия, так и сделайте. Хорошо? Давайте вяжем дальше.
Так, смотрите, вот вязали мы, вязали. Например, нам необходимо завершить наше изделие, да? У кого-то, возможно, это будет, может быть, пледик, палантинчик, то есть как бы неважно. Краешек может быть таким волнистым. А кто-то скажет: Оля, надо выровнять край, то есть как его сделать ровненьким, да? Я же знаю, вопросы такие будут. Смотрите, мы с вами берем, получается как? Ну, чисто интуитивно, да? Там, где у нас низинка, так скажем, да, мы будем провязывать столбики повыше. А там, где у нас верхушка, мы будем провязывать столбики пониже. То есть каким образом? Смотрите. Получается низинка, я здесь начала со столбиков с двумя накидами, потом получается столбик с одним накидом, полустолбик с накидом и столбик без накида. В арочку провязала я, получается, столбик без накида. Понятно? Далее что мы делаем? Смотрите, покажу вам. То есть сейчас мы будем с вами опускаться. Краешек у нас должен быть ровный. Как это сделать? То есть вот, допустим, первый, например, там столбик мы провяжем рельефным лицевым столбиком без накида. Есть. Далее, например, 2 столбика мы провяжем полустолбиками рельефными лицевыми с накидом. То есть это будет у нас лицевой рельефный, да? Видите? И 3 петельки сразу вместе. Оп, то есть полустолбик. Опять лицевой рельефный. Это будет полустолбик, 3 петельки вместе. Далее, например, 2 столбика провязываем полностью столбиками с накидом, да? Ну, то есть сохраняем рельефность. Раз столбик, 2 столбик. Угу. И, например, вот эти вот 2 последних столбика мы провяжем как столбики с двумя накидами. То есть нам необходимо выравнивать край, и мы вот таким вот образом подбираем. Смотря, конечно, какие у вас ниточки, какая плотность вязания. Смотрите, как вам необходимо, чтобы краешек был. Вот. Если так вот посмотрите, видите, все, он выравнивается. То есть он не опускается вниз, а он выравнивается. На лицевой стороне, смотрите, как это будет выглядеть. Видите? То есть он у вас выравнивается. А далее скажете вы, тут же все ровненько, как здесь сделать. Смотрите, за счет того, что здесь была рельефность, мы делали 2 накида. Понятно? Далее у нас рельефности нету. То есть у нас столбики не будут такими высокими, да? Не должны быть такими высокими. Поэтому все остальные столбики мы будем провязывать здесь в данном случае обычными столбиками с накидом. То есть опять мы пропускаем вот этот столбик, как мы и пропускали, и сразу же переключаемся на воздушную петельку. Ныряем в арочку и обычный столбик с накидом. Далее у нас идет столбик. Мы ныряем за верхушку, беремся и провязываем обычный столбик с накидом. Опять арочка, столбик с накидом. Помните, да, наши 5 окошек? Столбик провязали. Арочка обычным столбиком с накидом. Столбик в столбик. Опять арочка. Столбик в столбик. Арочка. Помните, да? Все. У нас вот эта вот часть, где наши окошечки, она у нас ровненькая так и есть. Видите? Посмотрите, какой будет край ровный. То есть следующий ряд вы еще раз провяжете столбиками, например, с накидом или без накида, и вообще все выровняется. Все, дальше опять повторяйте точно так же. 2 накида. Первый столбик пропускаем, следующие 2 столбика провязываем столбиками с 2 накидами. Раз низинка, значит столбик должен быть повыше, правильно же? Тем более еще и рельефный. Значит, мы добавляем еще один накид. Далее, например, 2 столбика провяжем столбиками просто с одним накидом. То есть, опять же, рельефный столбик с одним накидом. Раз, 2. Дальше, например, 2 столбика провязываем столбиком, полустолбиком, да, рельефным с накидом. То есть 3 петельки сразу. Оп, накид, рельеф, вместе, оп. И последний у нас остается столбик. Мы его просто провяжем столбиком без накида. Есть. Здесь, получается, у нас один столбик будет и так далее. Точно так же повторяете и дальше. Видите? Выровнялась? Выровнялась. Лицевая сторона. Выровнялась? Выровнялась. Все, провязываем, получается, до конца. Здесь еще раз я рядочек пройдусь, чтобы было поровнее, да, столбиками. И посмотрим, что в итоге получается. Будет красота. Итак, смотрите, вот по итогу такая красота получается. Так, вот так вот тянется красота. Красота у нас односторонняя, да, вы уже поняли. И вы, уже большие специалисты, провязывать рельефные, лицевые и изнаночные столбики, можете уже для себя определиться. Я решила, что будет шишечки-бубочки с изнаночной, так скажем, стороны, да, где у нас рельефный изнаночный. Вы же можете их сделать с этой стороны, поняли, да? То есть у вас будет здесь гладенько и шишечки-бубочки. Естественно, узорчик, естественно, заиграет по-другому, да? Опять же, вы использовать можете много цветов. Так? Вы можете не только 2 использовать, можете 3, 4, 5, сколько угодно. И даже 1 цвет. Это будет у вас, возможно, нежный пледик, да? Возможно, это будет одеяло. Возможно, это будет, да даже если коврик это будет, да, интересно, чехол, накидушка и так далее. Я жду ваших комментариев. Забрасывайте в комментарии идеями, куда можно использовать данный узорчик, да?
Опять же, учитывая, что у нас может он вот так вот, шишечки могут у нас ходить гулять и могут, так скажем, присоединиться намертво и не двигаться. Итак, надеюсь, видео вам понравилось в данном формате. Да, вы так давно просили, я вас услышала. И давайте набирать лайки, да, пишите комментарии. Если я увижу вашу реакцию, что вам действительно это важно и это так вам интересно, именно в данном формате, я буду продолжать точно так же показывать видео. Конечно, для меня это будет немножко неудобно, но для вас это будет, я так понимаю, что более удобно. Итак, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появятся новинки. Под видео внизу справа находится стрелочка «Поделиться» с друзьями, с подружками. Делитесь в соцсетях. Заранее спасибо вам большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.